Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. У меня к вам большая просьба, если вы смотрите это видео без подписки, оформите подписку прямо сейчас. Под этим видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, ставьте колокольчик, лайк, оставляйте комментарий. Все это поможет в развитии моего канала и в продвижении этого видео. Буду вам очень благодарна за вашу активность. Также вы можете поддержать мой канал, оформив спонсорство. В описании будет ссылка на этот вид поддержки. К сожалению, в России он не работает, поэтому если вы не в России, для вас это работает. Ну и просмотры рекламы без пропусков тоже помогают в развитии моего канала. В этом видео я хочу поделиться с вами вязанием вот такого интересного, необычного, очень редкого узора крючком. Я на самом деле встречала его никогда в каких-то изделиях. И вот недавно наткнулась в Pinterest на такой узор и очень захотелось вам показать его. И, возможно, сама тоже что-нибудь таким узором свяжу. Я думаю, что таким узором можно связать чехлы на подушки, пледы, шарфы, верхнюю одежду, сумки. Мне кажется, все, что угодно можно применить. Можно взять из разной пряжи, более объемной, да, тогда узор получится более объемным. Использовать разные цвета. В общем, узор очень интересный, и сейчас давайте с вами разберемся, как же он вяжется. Для узора применяется два цвета. Для первого ряда я выбрала розовый цвет, это будут формироваться вот такие полосочки, а светлый это будет второй ряд, и это будут вот такие квадраты. Здесь все основано на филейной сетке, и все очень-очень просто. Для узора необходимо набирать количество воздушных петель кратное 6 плюс 1 воздушная петля для симметрии. Я наберу 25. И 25. Далее мы делаем 3 воздушные петли, которые имитируют столбик с одним накидом. Это уже у нас входит в узор, эти 3 воздушные петли. И они выходят из последней 25 воздушной петли. Далее между столбиками с накидом мы будем делать 2 воздушные петли, поэтому делаем еще 2 воздушные петли. И в 9 петлю от крючка, то есть смотрите, 2 воздушные петли это воздушные петли, 3 воздушные петли это имитация столбика, выходят они из вот этой петли, и мы от этой петли отступаем 1, 2, и вот в эту третью, то есть всего 9 от крючка, мы будем провязывать столбик с накидом. Вот так. Это вот наш первый квадратик. И далее делаем 2 воздушные петли, накид, 2 петли в цепочке пропускаем и в третью провязываем столбик с накидом. И вот таким образом мы вяжем весь ряд. 2 воздушные, 2 петли цепочки пропускаем, в третью провязываем столбик с накидом. Провяжите так, пожалуйста, до конца ряда. И провязываю последний столбик в первом ряду. Провязали первый ряд. Далее вяжем второй ряд новым цветом. Набираем цепочку воздушных петель. Количество воздушных петель на 3 меньше, чем в цепочке розового цвета. То есть если мы здесь набирали 25 воздушных петель, то здесь мы наберем минус 3, 22 воздушные петли. Провязала 22 воздушные петли, и теперь вкладываю эту цепочку в розовую, достаю крючок из петли. Так, и смотрите, вот у меня рабочая петля здесь, да, эту кладу в противоположную сторону, то есть у меня хвостики должны быть на одной левой стороне. И здесь иду сначала под крайнюю, затем над второй перегородкой, затем под третью наверх,
И далее, смотрите, мы также в 9 петлю от крючка будем провязывать первый столбик с накидом. При этом мы вот здесь эту перегородку розовую должны будем поместить в этот белый квадратик. Поэтому перед перегородкой мы не провязываем, за перегородкой обязательно, да, подвигайте вот здесь цепочку и отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот сюда провязываем столбик с накидом. Это первый квадрат. 2 воздушные, накид в 3 петлю от крючка. Здесь мы уже перегородку розовую не ввязываем, она у нас лежит спереди. И провязываем сюда столбик с накидом. 2 воздушные. Дальше перегородка в квадрате. 3 петли, 2 петли пропускаем. И в 3 провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Следующая перегородка у нас лежит перед квадратом белым. Мы ее не ввязываем. 2 пропускаем и провязываем столбик с накидом. И вот так провязываем до конца ряда. Последний квадрат, 2 воздушные. Розовая перегородка, предпоследняя, у нас в квадрате лежит. И завершаем вязание второго ряда. Вот что у нас получается. Далее переходим на вязание розовым цветом. Делаем также 5 воздушных петель. 3 из них это имитация столбика с накидом. И 2 это воздушные петли. Расстояние между столбиками. Переворачиваем. Вот петельку, рабочую нить мы назад выводим, чтобы она не ввязывалась. Делаем накид. Так, и смотрите, здесь вот у нас это первый столбик. Дальше работаем со вторым. И здесь вот как лежат они, столбики эти, да, так мы с ними и работаем. Если этот спереди, значит мы его провязываем спереди. Подхватываем, здесь уже можно не считать, да, просто вершинку столбика подхватываем на себя и провязываем столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. Следующий розовый столбик у нас лежит сзади. Мы его и подхватываем сзади. Вот сюда проходим. И провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик спереди. Подхватываем его спереди. Две воздушные. Розовый столбик сзади. Провязываем его сзади. Все. И так вяжем до конца. И провязываем последний столбик. Он у нас будет провязан в воздушные петли, которые у нас были подъема, да, и здесь можно считать вот 1, 2, и вот в эту третью мы провяжем последний столбик в этом третьем ряду. Вот так. Высвобождаем крючок, провязали третий ряд розовым цветом, далее переворачиваем и переходим к вязанию белым цветом. Делаем 5 воздушных петель, как обычно. Так мы будем делать подъем в каждом ряду. 3 это петли, имитирующие столбик с накидом. 2 это расстояние между столбиками. Переворачиваем. И белым цветом мы всегда будем провязывать сзади. Только сзади. Здесь тоже вот в основании столбика. Девятую петлю от крючка, 2 воздушные, основание столбика, 2 воздушные,
Здесь розовая вот эта полосочка у нас всегда идет спереди, поэтому в четных рядах просто вяжем сзади за основание, за верхнюю часть столбиков белого цвета. Сделаем, провяжите, пожалуйста, до конца. И последний белый столбик провязываем в воздушные петли, да, 2 пропускаем и в третью вяжем последний столбик с накидом. Белую нить оставляем, переворачиваем полотно, белую петлю и рабочую нить мы уводим назад, возвращаемся к розовой, делаем 5 воздушных петель для подъема. Так, переворачиваем и смотрим здесь у нас как расположены столбики. Вот первый у нас сзади, мы его и провязываем сзади, при этом рабочую петлю и рабочую нить от белой мы укладываем направо и в основание столбика сзади сначала. Далее 2 воздушные. Следующий розовый столбик лежит спереди, мы его подхватываем спереди, столбик с накидом. Дальше 2 воздушные, следующий столбик лежит сзади, проходим сзади. 2 воздушные, столбик спереди, провязываем спереди. Все, и вот таким образом, пожалуйста, вяжите на необходимую высоту. Я думаю, что здесь все понятно, ничего сложного тут нет. Главное понять принцип. Я надеюсь, что мне удалось его донести, и вы все поняли. Нечетные ряды мы провязываем за столбики, так как они лежат, а четные ряды мы провязываем только всегда сзади, за основание столбиков. И в конце обязательно провязываем в третью петлю. Это петли, имитирующие столбик. Вот так. И заканчиваем мы набор высоты тогда, когда розовым цветом, да, вот основным полосочками вот этими, мы окантуем последнюю белую стенку. Вот так это будет выглядеть. То есть она у нас будет в квадратике лежать. Затем ниточки просто обрезаем и уводим на изнаночную сторону. Даже на этом все. Я очень надеюсь, что видео было интересным и полезным для вас. Если это так, то ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарий под этим видео и обязательно подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои видео и до новых встреч. Пока-пока.